Мы хотели бы сегодня представить данные отношения населения к армии. Не просто населения, не просто наших граждан, но мы специально сделали исследование в прошлом году, осенью, несколько групп целевых взяли, для того, чтобы понять, как в этих группах, специальных целевых группах, относятся к нашей армии, относятся к службе, считают, насколько армия наша эффективна, испытывают к этому институту доверие, либо нет. Целевые группы мы опросили по 600 респондентов в каждой целевой группе. Что это за группы были? Это допризывная молодежь, 16-18 лет. Это офицеры вооруженных сил России. Это военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие более 10 месяцев. Это военнослужащие, проходящие службу по контракту. И члены семей военнослужащих. Абсолютное большинство россиян, 82%, положительно относятся к российской армии. И динамика устойчиво положительная. Мы видим, что с января 2006 года, когда мы сделали первый замер, с 32% за последние годы рейтинг одобрения армии поднялся до 82%. К сожалению, это происходит на фоне существующих очевидных внешних угроз, которые наши граждане фиксируют. 69% наших граждан считают, что внешняя угроза существует, она очевидна, и актуальность ее усиливается. Хотя для молодежи внешняя угроза несколько выражена слабее, чем в принципе для основного населения. В возраст 18-24 года 62% молодежи так думают. Оценка боеготовности. Наши граждане считают, что на сегодняшний день боеспособность армии бесспорна. 89% заявляют о том, что наша армия готова и способна защитить страну. Это беспрецедентная цифра. Вы видите, что, например, в мае 2000 года 61% наших граждан считал, что либо определенно да, либо скорее да, наша армия готова защитить, выполнить свой долг, то на сегодняшний день цифра выросла более чем на 28%. Очень серьезно. Ну и в группе молодежи мы тоже видим, что уверенность в боеспособности армии тоже достаточно высокая, 84%. Доверие министру обороны. Как мы видим из названия этого слайда, оно действительно очень высокое. Это и армия как институт современного российского общества, один из наиболее одобряемых, и непосредственно руководитель этого института, в данном случае Сергей Шойгу, он действительно, мы фиксировали это достаточно давно, один из самых популярных министров, и в данном случае министров обороны, несмотря на то, что он занимал другие посты. Как вы считаете, как работает министр обороны Шойгу? Хорошо или плохо? Это вот наши последние данные. Безусловно, хорошо или скорее хорошо, так считают 84% наших граждан, и 88% доверяют министру обороны на сегодняшний день. Среди недоверяющих в группе молодежи чуть более высокий процент. Мы видим, 9% не доверяют, хотя по общей выборке всего лишь 4%. Мы за последние годы фиксируем рост привлекательности военной службы. И на сегодняшний день он составляет 57%. 57% наших граждан хотели бы, чтобы их родственники прошли военную службу. И на самом деле это поддержка наших граждан этой, скажем так, этого проявления, это квинтэссенция отношения россиян к армии. Если бы мы хотели бы, чтобы наши родственники прошли службу, это наибольшая степень выражает доверие к этому институту. И на сегодняшний день 57%. Мы видим, что в 2010 году, когда мы задавали этот вопрос, всего лишь 36% наших граждан хотели бы, чтобы их родственники, близкие проходили бы службу в армии. Серьезные изменения.